Рада приветствовать всех любителей вязания. Сейчас у меня джемпер, который я вяжу в технике японское плечо. Вот так оно у меня выглядит. Заодно хочу показать вам, как смотрится сеточка, связана по мотивам сетки Кучинелли из фактурной пряжи. Вот так это все выглядит. Попытаюсь показать, чтобы максимально передать ее красоту, игру блеска этой пряжи. Пряжа слегка фактурная, вот такие идут здесь утолщенные элементы, и вот так она выглядит. Но видео сегодня не об этом. Когда вы вяжете изделие в технике японское плечо, чаще всего вам нужно делать прибавления и в лицевых, и в изнаночных рядах, так как начало работы вяжется поворотными рядами. И я хочу показать вам 3 способа незаметного прибавления петель, как оно выполняется с лицевой и изнаночной стороны. Это самые простые способы, не декоративные, а именно невидимое прибавление петель. Показывать я буду на гладкой пряже. Это стопроцентная шерсть, 200 метров, 100 граммах. Самая распространенная пряжа, которая используется для вязания зимних теплых вещей. Итак, я набрала петли обычным способом и провязала установочный ряд изнаночными петлями, развешивая маркер и распределяя петли. Я отделила по 3 петли справа и слева. Первая у меня кромочная петля и по 2 петли самого плеча. Теперь первый ряд, в котором я начинаю делать прибавление петель. Начну с самого моего любимого способа, это прибавление петель из протяжки. Кромочную я просто переснимаю. Когда вы вяжете в технике японское плечо, и здесь у вас остается некоторое количество петель, их нужно делать максимально расслабленными, чтобы когда идет расширение, то эти петли не были стянуты и плечо не выглядело скомканным таким. Итак, я провязала кромочную, 2 петли плеча самого, перебросила маркер. Далее я выполняю прибавление из протяжки. Вот здесь хорошо видна моя протяжка. И в начале ряда по лицевой стороне я протяжку подхватываю левой спицей вот таким образом и провязываю лицевую скрещенную петлю за вторую стенку за работой. Вот таким образом. То есть вот эта ниточка перекрещивания должно всегда смотреть на основное полотно. Неважно, вяжете вы японское плечо или просто линии реглана при вязании от горловины. Когда смотрит вот эта верхняя нить на основное полотно, тогда менее заметны эти прибавки. Далее провязываю основной узор. В моем случае это просто лицевая гладь. Провязала я все петли, дошла до маркера, и в конце ряда прибавку я также буду делать из протяжки, но подхватывать протяжку буду вот таким вот образом, чтобы вторая долька протяжки смотрела на меня и была перед работой. И провязываю лицевую скрещенную перед работой. Вот таким образом. Далее навешиваю маркер, провязываю 2 петли расслабленно и кромочную. Переворачиваю работу и делаю прибавки в изнаночных рядах. Начинаю с кромочной, ее я просто переснимаю. Провязываю 2 петли плеча, перебрасываю маркер. Далее в начале ряда, вот моя протяжка, вот она. Сейчас попытаюсь ее отсоединить, чтобы хорошо было видно. Вот эта протяжка. Я ее подхватываю вот таким образом на спицу, на левую, чтобы вторая долька была перед работой. И провязываю изнаночную вот таким образом.
Далее провязываю основное полотно, основной узор изделия до следующего маркера. Последние 2 петли. Дошла я до маркера. Ищу свою протяжку. Вот она у меня. Когда вы ее поднимаете, ее перепутать ни с чем нельзя, потому что видно, что ниточка идет к следующей петле. И подхватываю я ее левой спицей вот таким вот образом, чтобы вторая дужка была за работой. И провязываю из нее изнаночной нить перед работой. Так, чтобы было видно, что я делаю, я придержу немного нить. Нить у меня перед работой. Вторую дужку протяжки подхватываю вот таким образом и провязываю изнаночную петлю. Перебрасываю маркер, слабо провязываю 2 петли плеча и кромочную тоже немного расслабленно провязываю. Переворачиваю работу и смотрю, как выглядят мои новые петельки. Вот так они будут выглядеть. И в лицевом ряду идет на основное полотно перекрещивания, и в изнаночном. Это первый способ, который мне больше всего нравится. Второй способ – это накиды. Он подойдет и для зимних вещей, но хорошо будет выглядеть, если это демисезонные или же летние вещи, особенно если это ажурное какое-нибудь изделие. Итак, первую кромочную я переснимаю, провязываю первые 2 петли, перебрасываю маркер и сразу за маркером я выполняю вот такой обычный накид от себя. Далее провязываю основное полотно, основной узор и дохожу до следующего маркера. Провязала я все петли, дошла до маркера. В конце ряда я делаю накид на себя. Затем перебрасываю маркер и провязываю 2 лицевые петли и кромочную. Переворачиваю работу изнаночной стороной ко мне и провязываю. Первая кромочная, 2 петли плеча, перебрасываю маркер, делаю накид на себя. Вот этот накид предыдущего ряда, видите, как он у меня на спице расположен? Вот этой второй дужкой ко мне. И я провязываю изнаночную петлю вот таким образом. Далее провязываю все петли полотна. Это может быть как узор, так и лицевая гладь. Японское плечо очень хорошо подстраивается практически любой узор. Далее, вот этот накид я провязываю следующим образом. Нить у меня перед работой. Вторая дужка накида у меня здесь находится за работой. Вот она. И я провязываю, подхватывая за работой эту дужку, вот таким образом провязываю изнаночную петлю. Далее я выполняю накид от себя. Перебрасываю маркер и провязываю изнаночные петли и кромочная. Переворачиваю работу и продолжаю выполнять прибавления и провязываю эти накиды. Кромочная, 2 лицевые петли, перебросила маркер, накид от себя. Далее вот эту накид предыдущего ряда, он расположен на спице вот таким образом. Первая дужка смотрит на меня. Я же за вторую дужку, за работой, которая находится, провязываю лицевую петлю. Вот таким образом. Как видите, и в предыдущем ряду, и в этом перекрещивание идет в сторону основного вязания, основного узора. Провязываю петли спинки до маркера. Петель уже становится значительно больше.
потому что прибавление в каждом ряду. В конце ряда накид у меня расположен вот таким образом. Вторая дужка перед работой. И я провязываю лицевую скрещенную вот таким вот образом. Далее выполняю накид на себя, перебрасываю маркер и провязываю оставшиеся петли плеча и кромочную. За счет того, что у меня эти петли расслаблены, неважно, какой длины у меня будет полотно, оно получится ровное. А ВТО полностью сгладит и не будет вот этой ненужной сжатости. За кадром я провязала 3 ряда без прибавлений, чтобы показать третий способ максимально наглядно. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 2 лицевые петли, перебрасываю маркер. Далее у меня вот идет первая петля основного полотна. Я опускаюсь на ряд ниже, вот моя основная петля, которая на спице, я опускаюсь на ряд ниже и за первую дужку петлю вот таким образом провязываю лицевую. Далее провязываю лицевую со спицы. Вот так выглядит эта прибавка. Провязываю основные петли полотна. Вот этот третий способ мне самое больше нравится использовать, когда я вяжу мохер, кид-мохер, любые пушистые виды пряжи. Именно он красиво смотрится. Его можно также применять в букле, тоже интересно получится. А вот в гладких пряжах мне не очень нравится этот способ, но это мое субъективное мнение. Итак, я довязала до маркера. Теперь я также опускаюсь на ряд ниже, вот в эту петлю, только я буду провязывать за вторую дужку. Вот моя петля на спице. Я опускаюсь на ряд ниже и провязываю лицевую петлю. Вот таким образом. Далее перебрасываю маркер и провязываю петли плеча и кромочную. Переворачиваю работу изнаночной стороной к себе и вяжу точно так же. Первая кромочная, 2 изнаночные, это петли плеча, перебрасываю маркер. Далее я опускаюсь на ряд ниже, вот моя основная петля, вот на ряд ниже, вот в эту дырочку, нить перед работой, и из нее я вывязываю изнаночную петлю. Затем вывязываю изнаночную петлю со спицы и провязываю основной узор. Я довязала до маркера, провязала последнюю петлю основного узора, спускаюсь на ряд ниже, это вот эта петля, нить перед работой, и из нее вывязываю изнаночную петлю вот таким образом. Далее перевешиваю маркер и провязываю петли плеча и кромочную. Сейчас я провяжу один ряд без прибавок и покажу в общем, как выглядит каждый из этих видов прибавления петель. Я сняла маркеры, чтобы вы могли лучше рассмотреть. Итак, сначала у меня было из протяжек, это вот так сделаем. Сначала у меня было прибавление из протяжек, вот эти 2 ряда, вот так они выглядят. Далее следующие 2 ряда я провязывала, добавление делала накидом. Вот так он выглядит. Он более растянут и подходит, если пряжа не очень эластичная. Потому что шерсть, она достаточно эластичная. Если вы, к примеру, вяжете из хлопка или же из льна, это пряжи менее эластичные. И там лучше подойдет именно добавление петель способом накида. Потому что этот способ более эластичный, нежели из протяжки. И вот так выглядит последний способ
когда я провязывала дополнительную петлю из предыдущего ряда. Здесь образуются такие небольшие, как дырочки, и я сразу сказала, что мне вот больше этот способ нравится в каких-то пушистых, буклированных видах пряжи, потому что он достаточно эластичный, вот этот способ добавления петель, но если пряжа гладкая, особенно если вы вяжете полностью лицевой гладью, оно будет бросаться в глаза. Мое субъективное мнение, уточню. Теперь смотрим, как выглядит это все с левой стороны. Вот первые два ряда прибавления из протяжек. Вот прибавление накидами. Оно здесь также более эластично выглядит. И вот это с небольшой такой дырочкой, это прибавление петель из петли предыдущего ряда. Вы вяжете наверняка из разных видов пряжи, и не очень интересно вязать всегда одинаково, поэтому решила предложить вам попробовать разные способы. Если это видео было полезно, мне будет очень приятно об этом узнать через ваши комментарии. Всем хорошего дня и до встречи на канале!